Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала! Сегодня мой день рождения, поэтому я принимаю подарки, цветы, поздравления и, конечно же, пожелания. Желайте мне в комментариях, все с огромной радостью прочитаю, пусть все то, что вы желаете мне, вернется вам многократно умноженным. И тема сегодня актуальная: энергетическое значение подарков, понимание истинной ценности, дарения и получения. Подарки были неотъемлемой частью человеческой культуры на протяжении веков и служили средством общения, самовыражения и связи между людьми. Однако помимо материальной ценности самого подарка, подарки несут в себе еще и энергетическую сущность, которая играет решающую роль в наших отношениях и личностном росте. В этом видео мы углубимся в энергетические аспекты дарения подарков, как к этому подходить и значение подарков на день рождения. Конечно же, я расскажу о самом дне рождения, а также лучшие типы подарков, которые можно дарить и можно принимать. Вы находитесь на канале Magic Life. Я Ольга Скляр, со мной исполняются желания, и ваша жизнь становится лучше. Ставьте сразу сердечки в комментариях для энергообмена и подписывайтесь на канал для поддержания баланса во Вселенной. Энергия подарков. Подарки – это в первую очередь обмен энергией. Передача намерений, эмоций, мыслей между дарителем и получателем. При подарке энергия, исходящая от дарителя, пропитана его чувствами и намерениями, будь то любовь, благодарность или же признательность. Эта энергия превосходит сам физический объект подарка, делая его носителем эмоций и символом связи между двумя людьми. Как же относиться к подаркам с энергетической точки зрения? В первую очередь, конечно же, вы должны понимать, что подарок нужно дарить с намерением. И выбирая подарок, очень важно сосредоточиться на намерении, которое вы в него вкладываете. Выберите то, что отражает ваши искренние чувства и признательность получателю, а не просто выполнение обязательств. В этом случае лучше вообще отказаться от подарков. Обязательно важно помнить, что подарки нужно принимать с благодарностью. Принимая подарок, помните об энергии и намерениях, которые его сопровождают. Выразите обязательно благодарность за вложенные в него мысли и усилия, осознавая, что подарок является выражением эмоций дарителя. И, конечно же, самое важное и первостепенное на самом деле – поймите обмен энергией. И дарение и получение подарков предполагает взаимный обмен энергией. Признавая это, мы можем способствовать более значимым связям и усиливать энергетический поток между людьми. Почему же дарят подарки? Подарки служат различным целям. Например, это укрепление связей. Подарки укрепляют отношения, демонстрируя заботу и признательность к человеку. Выражение эмоций. Благодаря подаркам можно выразить то, что не получается выразить словами, что трудно выразить словами, например, как у влюбленных. Да? Третье, конечно же, празднование важных событий. Подарки отмечают важные события или достижения в жизни человека, подчеркивая важность этих моментов. Что же касается принятия и отказа от подарков? Очень важно быть проницательным, когда принимаете подарки. Или тем более отказывайтесь от них, потому что это не только может, но и безусловно повлияет на обмен энергией между людьми. Рассмотрите намерение дарителя, сообщение, которое вам пытаются передать вместе с подарком. Если подарок преподносится с искренней любовью, признательностью, его стоит принять. Однако, если подарок несет в себе негативную энергию, прислушайтесь к интуиции, скрытые какие-то мотивы, за ваш счет пытаются возвыситься, лучше вежливо отказаться. Значение подарков на день рождения. Подарки на день рождения имеют особое значение, поскольку они отмечают сам факт существования человека и уникальную энергию, которую он несет в этот мир. Эти подарки служат напоминанием о любви, признательности, которые окружают человека, укрепляя его энергетическую сущность. Что касается дня рождения, начать хочу прежде всего с энергии этого восхитительного дня. Для начала я хочу, чтобы вы осознали, что невозможно родиться не в свою дату. Человек рождается тогда и как ему было нужно. И многие убеждены, я полностью поддерживаю, еще задолго до появления на свет наша душа выбирает уроки, которые нужно пройти, и опыт, который важно получить. Потом выбирает себе родители, а за ними душа наблюдает еще задолго до самого зачатия.
и дату рождения, которые и дадут возможность реализовать все задачи. Сам день рождения – это наш личный Новый год. Это момент смены энергии, тот самый, когда нужно избавиться от старого и двигаться с новыми энергиями вперед, в счастливое будущее. Мы все живые создания, и подобно природе, за пару недель до дня рождения наша энергия начинает идти на спад, начинает перестраиваться. Это часто списывают на переживания, на возможный стресс по поводу возраста. Кто-то может приболеть, а через пару недель все выровняется. Конечно же, все зависит от того, как вы провели год. Вы можете почувствовать некое истощение. Однако в то же время вы должны помнить, что это очень важный день в вашей жизни, и его нужно провести с максимальной пользой для вашей жизни. Есть очень классная практика, она очень мощная, в принципе, в любой день, но в день рождения работает особенно мощно. У каждого из нас есть помощники. Кто-то зовет их ангелами, кто-то ангелами-хранителями, кто-то высшими силами, кто-то вселенной, может быть, кто-то дает им какие-то божественные имена. Неважно. Главное понять, что есть помощники, они всегда с вами, и каждый день нашей жизни помогают нам и заботятся о нас. Я обращаюсь к ним намеренно каждый день по несколько раз, потому что только силой намерения возможно абсолютно все. Для этого нужно закрыть глаза, почувствовать себя и себя в этом мире, ощутить пространство вокруг и искренне попросить своими словами то, что вам нужно. Например, дорогая Вселенная, дорогие высшие силы, я знаю, вы меня слышите, всегда помогаете и заботитесь обо мне. Пусть в мой мир, в мое пространство придет любовь, здоровье, ощущение счастья, радости, бесконечное изобилие. Я полностью доверяю вам, я вас благодарю. Небольшое отступление, теперь продолжим от дня рождения. Хоть день рождения человека – это великое чудо, на самом деле душа испытывает очень большой стресс. Именно поэтому в первую очередь в день рождения нужно позаботиться о своем теле. И, конечно, необходимо подготовиться. Для этого идеально подойдет ванна с солью, потому что очищение наше все. Старайтесь избегать также в этот день каких-либо конфликтов, негативных новостей. Вообще выключите телевизор, просто абстрагируйтесь от всего. Как можно больше отдыхайте, минимизируйте все то, что может забирать у вас энергию, и больше медитируйте. Обязательно избавьтесь от всего старого в своей голове, в жизни и, конечно же, в доме. День рождения и подарки. Подарки, цветы, поздравления – все это важнейшая часть дня рождения. В день рождения важно получать подарки. И здесь очень важно не обесценивать ни себя, ни людей. Что же я имею в виду? На вопрос, что тебе подарить, вы должны четко ответить, что вас порадует. А да не надо, сам приходи, это вообще табу, забудьте об этом. Потому что когда вы так говорите, вы обесцениваете не только себя, но еще и желание человека сделать вам приятно, порадовать вас и что-то вам подарить. В этот момент вы просто крадете его энергию и тратите свою. Подарки – это круто, подарки – это классно, и больше всего лично я люблю их дарить. К дням рождения тех, кого я люблю, я вообще готовлюсь за несколько месяцев. И, конечно же, радуюсь как ребенок, когда подарки дарят мне. Но здесь есть очень важный момент, звучит он примерно так, и я думаю, многие сейчас поймут, о чем я говорю, и узнают себя здесь. Я не буду делать несчастной себя, чтобы сделать счастливым тебя. И я очень постараюсь это объяснить. Я люблю себя, я люблю людей, но себя я люблю больше. И если человек, который хочет меня порадовать, получить мою энергию восторга, радости, благодарности, не удосужился узнать о моих желаниях, тогда почему же я должна доставлять ему радость, дарить свою энергию, тем более в свой день рождения? Конечно, это касается близких людей, однако действительно будет очень правильным даже с не очень близкими людьми поинтересоваться, что порадует человека. К сожалению, это есть у тех, кто вырос в 90-е, когда даже не то, что денег не было, а магазины были пустые. Но мы живем не в 90-е, а привычка у многих осталась. И даря сейчас, в 2023 году, подарок ребенку, например, то, что он не хочет, родители, бабушки, дедушки, во-первых, могут выдать подарок, как подачку. Смотри, вот я работал, я тебе дарю, вот тебе собака. А человек, может, их на дух не переносит, он всю жизнь о котенке мечтал.
И во-вторых, человек еще будет рыдать в свой день рождения. Почему? Потому что хайпанет кучу негатива, потому что он неблагодарный. А за что быть благодарным, если не удосужились узнать, что порадует человека? Даже когда я уже стала взрослой женщиной, у меня появились деньги, мне пытались подсунуть несколько таких подарков, и возвыситься тем самым за мой счет. Смотри, я молодец, а ты неблагодарный. В любом случае не надо радоваться кактусам, если вы любите розы. Вы в любом случае потом будете крайним и неблагодарным, и в чем-то виноватым. Какой идеальный выход из этой ситуации? Всегда можно добавить на мечту. Бюджеты у всех разные, пусть это будет 5 долларов, 5 фунтов, 100 рублей. Еще ребенком после пары дней рождения в слезах я запретила дарить мне подарки без согласования со мной. И заявила, что вклад в мечту сделает меня действительно счастливой. И знаете, это сработало. Все вокруг стали счастливее, и все вокруг стали пользоваться этим правилом. Больше никогда не было ни слез разочарования, ни ненужных безделушек. Подарок точно доставлял радость. Кому-то на первый взгляд может показаться это жестоко, но это правда. И себя вы должны любить в первую очередь. Что касается вообще подарков, особенно тех, у кого все есть. Дарите людям эмоции. Есть универсальные подарки. Букет цветов всегда вызовет радость. Воздушные шары поднимут настроение. А вот, например, собственноручно приготовленный торт лично у меня вызовет разочарование. Так что позаботьтесь о том, чтобы узнать, что порадует человека. Кстати, в день рождения делают множество крутых и действенных техник, среди которых в обязательном порядке письмо благодарности, письмо себе, письмо миру и Вселенной. А также письмо в будущее, которое вы откроете ровно через год, в день своего рождения. Что классно поднимает энергетику, это, конечно, подняться и спуститься на землю. Фантастически поднимает уровень энергии у человека и удачи. И, конечно же, загадывайте желания из внутреннего состояния восторга, радости, ощущения счастья. Совершайте квантовый скачок в этот день как можно чаще. Я уж не говорю о том, что это должно быть ежедневной практикой. Подводя итог, лучшие подарки это те, которые резонируют с энергией получателя, согласовываясь с его интересами, ценностями и потребностями, в то время как материальные вещи можно оценить, самые значимые подарки часто неосязаемы. Например, качественно проведенное время, эмоции или же искренние слова. В конечном счете лучший подарок это тот, который исходит из вашего сердца, отражая искреннюю любовь и признательность дарителя, который предварительно позаботился о том, чтобы узнать, что же вас порадует. В заключение хочу отметить, что дарение подарка – это больше, чем просто обмен материальными ценностями. Это энергетическое взаимодействие, которое может укрепить отношения, передать эмоции, способствовать личностному росту. Понимая энергетические аспекты подарков, мы можем улучшить наши связи, способствовать более содержательному обмену с другими людьми. Я надеюсь, вам понравилось и было полезным видео. Ставьте класс, если это так, подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях своими мыслями и историями касательно подарков и дней рождения. Я с радостью все прочитаю. Каждого из вас я благодарю за просмотр и желаю всем прекрасного дня.